Друзья, всем привет! С вами Айман Ескараева, юрист в Дубае, и в данном видео я расскажу о том, как оформить на себя визу фрилансера. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал и в комментариях оставляйте свои вопросы. Итак, виза фрилансера в Эмираты. Те, кто непосредственно занимается деятельностью в сфере обучения, в сфере информационных технологий, технической специальностью какой-либо обладает, либо может провести консалтинговые услуги или медиа-сфере работает, или в сфере спорта работает, может непосредственно оформить на себя фриланс-визу. Виза фрилансера дается на 1 год, и эта виза дается на общих основаниях. Также фрилансер является резидентом Эмиратов, имеет соответствующие преимущества, данные законом для резидентов, в том числе это право открывать банковский счет, постоянно проживать на территории Эмиратов, соответственно, брать квартиру в долгосрочную аренду, делать себе водительские права, привозить свою семью и оформлять ее на свою визу. Единственное исключение, он не может нанимать себе наемных работников домашнего персонала, как если бы это была другая резидент-виза. Во всем остальном фрилансер также свободно является резидентом Эмиратов. Единственное, у него это право ограничено на 1 год. Для того, чтобы оформить визу фрилансера, вам не обязательно абсолютно нанимать кого-либо, какого-либо посредника. Вы можете непосредственно сами обратиться на сайте GoFreelance.ee. Я оставлю в описании ссылку на данный веб-сайт. Вы можете сами подать заявку. Заявка подается с сопутствующими документами, подтверждающими, если вы являетесь консультантом, то или дизайнером, с вашим портфолио, с вашими дипломами, подтверждающими вашу квалификацию соответствующего специалиста. Эти все документы рассматриваются, и примерно в течение 2 недель вы можете получить визу фрилансера. Также необходимо понимать, что у вас будут отдельные расходы на оформление медицинской страховки, отдельные расходы на прохождение теста медицинского, а также для того, чтобы получить штампы и Emirates ID. Это все государственная пошлина, которую вы оплачиваете непосредственно в правительство той страны или фри-зоны, которая выдает вам фриланс-визу. И, соответственно, для этих действий вам необходимо только самому разобраться, как это делается. В последующем вы можете работать фрилансером. Что такое фрилансер, какие преимущества и что вы можете делать на этой визе? Основное преимущество – это ваш гибкий график работы, это то, что вы не привязаны к одному работодателю, у вас могут быть персональные контракты с различными организациями, если вы консультируете, преподаете, либо вы ведете какую-нибудь журналистическую деятельность, то есть очень много видов деятельности. Все это вы можете в соответствующем веб-сайте посмотреть, перечню, и подпадаете ли вы под возможности для получения данного вида резидент-визы. Отдельно хочется отметить, что вы можете получать на свой банковский счет оплату за свои услуги, и вы должны понимать, что никто не освобождает вас от уплаты НДС. Вы знаете, что 375 тысяч дирхам, это примерно чуть больше 100 тысяч долларов, оборот годовой. Если превышает ваша деятельность, и вы получаете деньги на эту сумму, то вы должны встать на учет как плательщик НДС. Это согласно законодательству Эмират. Основные документы, основные все нюансы, вопросы касательно получения No Objection Certificate, если вы уже имеете визу, например, от супруга или от другой компании и хотели бы еще дополнительно получить на себя визу фрилансера, чтобы осуществлять иную любую деятельность, ваше хобби, то, соответственно, все эти нюансы вы можете посмотреть на веб-сайте. В общих чертах здесь я расскажу о том, что это необходимость получения согласия от текущего работодателя, либо от вашего спонсора, коим может являться ваш супруг, соответственно, и соответствующие квалифицирующие вас как специалиста документы с вашей стороны. Все это должно быть легализовано и переведено в установленном законом порядке. Друзья,
как видите, фриланс-визу получить довольно-таки нетрудно. Стоит это все примерно 7500 дирхам. Это есть возможность получить самостоятельно, абсолютно без включения посредников. И, пожалуйста, в этом видео хотелось бы отметить также, что очень часто люди заблуждаются, полагая, что можно купить визу якобы у какой-либо компании, якобы они работают. Единственное, прельщаются тем, что эта виза на несколько лет дается, и вот эти фиктивные ваши действия в конечном итоге могут послужить вам плохую службу, друзья. Вы должны понимать, что люди, которые занимаются такой незаконной деятельностью, продают визы, они балансируют на грани закона, и рано или поздно, попадая в поле зрения полиции, они, соответственно, рискуют потерять все свои наработанные визы, и это обязательно отразится на тех, кто получил визы незаконным путем. По закону предусмотрена пожизненная депортация для таких лиц, и поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны с этим. Не стоит рисковать, не стоит нарушать законы, тем более, что вы можете сами разобраться и получить на себя фриланс-визу и заниматься любимым делом. Друзья, с вами была юрист в Дубае Айман Ескараева. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно узнать вашу обратную связь от вас, получить замечания, комментарии, вопросы, если есть. Подписывайтесь на меня в социальных сетях, в Инстаграме, где я более подробно освещаю те или иные вопросы. Спасибо за внимание.